Шумерское царство – самое загадочное государство в истории человеческой цивилизации. Знания, технологии, архитектура и так далее. Этого народа до сих пор поражают ученых своей продвинутостью и совершенством. Цивилизация древних шумер с момента своего открытия исследователями стала предметом обсуждения в течение многих лет. Согласно легенде существования древних космонавтов, инопланетное присутствие берет начало в Древней Месопотамии. Здесь состоялся один из первых случаев контакта землян с пришельцами. Среди историй невероятных встреч богов и технологий, которые являются неотъемлемой частью древней шумерской культуры, есть несколько историй, которые указывают на внеземное посещение Шумер инопланетянами. Так ли это было исторически, сейчас уже никто не скажет. Но знающие люди уверены, пришельцы, сыгравшие роль богов, были. Потом был потоп, и после потопа царство снова спустилось с небес. Со слов «после царства спустилось с небес» начинается наш список великих царей. Было 5 городов до потопа, где 8 сказочных королей правили не менее 241 200 лет. После гегемонии этих 5 допотопных городов легенды продолжают рассказывать нам. Наводнение охватило все. Воды наводнения захлестнули все, и царство сошло с небес. Киш стал местом царственности между Тигром и Ефратом и представляли собой высшую форму культуры того периода. Шумеры обладали весьма обширными астрономическими знаниями, могли выполнять расчеты с 15 цифрами. Как они смогли познать такую массу знаний в короткое время, представляет для современной науки большой интерес. Для сравнения шумерской цивилизации с другими древними культурами, достаточно сказать, что греки не могли рассчитывать выше 10 тысяч единиц. Шумеры, которые предшествуют вавилонянам, создали современную цивилизацию и культуру такой, как мы ее знаем. Но также есть в истории Шумер некоторые странности. История говорит нам, что первые 10 шумерских царей жили в общей сложности 456 тысяч лет, что дает нам среднюю продолжительность жизни 45,6 тысячи лет каждый. Причем каждый шумерский город находился под защитой бога. Многочисленные глиняные таблички, которые были обнаружены в этих удивительных местах, говорят о невероятной технологии. Если вы думали, что древние шумеры и НЛО – это две разные вещи, которые не имеют ничего общего, то скорее всего вы не правы. Оказывается, история о контактерах, увиденных НЛО и полетах летающих тарелок в небе – это не выдумки писателей-фантастов. Это история, имеющая более глубокие корни, поднимающиеся словно теплое течение воздуха из глубин веков. Древние тексты, рассказывающие о короле Итане, найденные в Ниневии, в библиотеке Ашурбанипала, отмечают загадочное событие в далеком прошлом. Это легенда о невероятном вознесении короля Итана на летучем корабле богов. Прекрасная девушка прилетает в НЛО на землю. Этана был шумерским царем города Киша, и согласно шумерскому списку царей, он правил после потопа. О царе Итане история оставила удивительный случай из его жизни. Он, как пастырь, вознесся на небеса и осмотрел все дальние страны. Легенда гласит, что он царствовал 1560 лет, в других источниках говорится о 635 годах, прежде чем трон унаследовал его сын. Король появляется в списке шумерских царей как 13-й царь первой династии Киша, который был создан после потопа. Он был тот, кто вознесся в небе. История Итана хорошо описана итальянским историком Альберто Финале. Король Итана жил около 5000 лет назад, и однажды призванный богом был приглашен на звездный корабль богов в качестве почетного гостя. Сам же корабль, по форме напоминающий щит, приземлился за королевским дворцом, в окружении водоворотов пламени. Из корабля, плывущего по небу как по воде, вышли высокие светловолосые и темнокожие мужчины в белых одеждах. Они тоя пригласили короля пройти с ними на летающий корабль, хотя окружение короля Итана всячески отговаривало его от этого поступка. Царь отправился на диковинный корабль богов. И еще один момент. Советники отговаривали Итана, естественная реакция. Боязнь неизвестного, тем более богов, сошедших с небес. Царь же не проявил трусость перед богами, либо действительно был смел и готов держать ответ перед народом, либо знал, кто прилетел на звездном корабле. В водовороте огня и облаков дыма, корабль поднялся так высоко, что земля с ее морями, островами и континентами оказалась не более куска хлеба, а затем и вовсе превратилась в маленькую звезду.